Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 22 мая, понедельник, мы проводим промежуточный выпуск, и сегодня мы обсудим с вами события, которые произошли сегодня. Вы уж извините за тавтологию. Так, Лукашенко едет в Москву, будет проводить переговоры с Владимиром Путиным. Ну, визит называется «Не дождетесь». Ну, в смысле, конечно, здоровья Лукашенко. Поправляется Лукашенко, надо опять-таки отдать должное, несмотря на довольно серьезное осложнение хронической болезни, несмотря на то, что это все сказалось на сердечно-сосудистую систему, ему была проведена небольшая операция, и должна была быть серьезная операция, ее перенесли, по крайней мере, на неопределенное время. Считаю, что может восстановиться и так Лукашенко. На сегодняшний день Лукашенко чувствует себя уже довольно неплохо и собирается посетить Путина. И по инициативе именно Лукашенко будет этот визит, я хочу акцентировать на этом внимание. Лукашенко решил лично пообщаться с президентом России и расставить некоторые приоритеты в общении. Лукашенко видит, как развивается ситуация, прекрасно видит динамику, он чувствует, к чему это все идет, не только чувствует, но и понимает. Мы уже говорили, что Лукашенко такое чувственное животное, чувствительное животное, вы уж извините, и политическое, конечно, животное, и у него чутье замечательное. Чует он близкий крах нынешнего путинского режима, он боится, чтобы этот режим, обваливаясь, не обрушился на Республику Беларусь и не обрушил его режим. Ему надо понимать динамику, ему надо понимать нынешнюю диспозицию в российском руководстве. Ему надо понимать некоторые аспекты и некоторые нюансы, что сейчас происходит лично с президентом России Владимиром Путиным. Он любит откровенничать с Путиным, мы с вами об этом уже неоднократно говорили, любит пить чай с пирожками, с пряниками, еще там с разными сладостями. Лукашенко любит сладкое, несмотря на сахарный диабет, которым его все время распекают, и несмотря на то, что ему сладкое в принципе вредно, но он ест сладкое с сахарозаменителями. Путин также любит сладкое, он любит чай, ну и любит, конечно, душевные разговоры с Лукашенко. В этот раз разговор будет явно вестись в формате Лукашенко задает вопросы. Еще раз подчеркиваю, нынешний визит по инициативе Лукашенко. Он будет ехать разруливать те проблемы, которые он считает накопились между ним и президентом России Владимиром Путиным. Весь список вопросов не оглашается. Со всем списком вопросов не ознакомили даже президента России Владимира Путина. Ну, опять-таки, я вам уже рассказал основные мотивы этого визита. И надо понимать, что Лукашенко сейчас будет резко дрейфовать. По крайней мере, некоторые шаги будут в сторону Запада. Мы уже говорили о том, что есть определенные договоренности. Лукашенко ведет переговоры с Западом. Ведет, конечно, через посредников, ведет через третьи страны. Напрямую с Лукашенко никто практически не общается, но вот был Маккей, которого убрало российское руководство. Все равно остались посредники, остались доверенные люди у Лукашенко. Лукашенко предлагает целый ряд вариантов. Перед тем, как делать окончательные предложения, конечно, ему надо посмотреть на Путина, надо посмотреть на обстановку, надо посмотреть на то, что происходит, что называется, своими глазами. Лукашенко, обратите внимание, сегодня помиловал Протасевича. Протасевич — это один из создателей телеграм-канала Некста или Нехта, честно говоря, я не знаю, как правильно произносится, но тот самый белорусский оппозиционный канал, который был самым активным и самым влиятельным, самым деятельным во время революции в Республике Беларусь. Надо понимать, что этот шаг, он был прогнозируем, да, когда дали, вот совсем недавно, по-моему, 8 лет Протасевичу, извините.
Многие, конечно, сказали: все, Лукашенко обманул. Нет, Лукашенко не обманул. Срок дали, и Лукашенко Протасевича помиловал. Там не было ни визг, ни соплей. Я бы не торопился винить огульно в предательстве Протасевича. Надо понимать, как действуют белорусские спецслужбы, надо понимать, как действуют каратели. Поверьте, тех людей, которые могут выстоять под этим напором пыток, ну, их совсем немного. Такие люди действительно есть, но их совсем немного. Их можно пересчитать даже среди ваших знакомых, если вы оглянетесь, их вы реально прикинете, что к чему, но вы поймите, но выстоять очень тяжело, неимоверно. Для этого надо иметь несгибаемую силу воли, для этого надо иметь несгибаемый характер, для этого надо иметь принципы, для этого надо иметь очень много чего, и надо... Опять-таки, надо понимать, что там идет шантаж и жизнью детей и так далее, и так далее. У Протасевича этого нет, но у него была девушка, он ее предал, конечно. И опять-таки, давайте не будем огульно его обвинять. Сейчас речь идет не про Протасевича. Протасевич в данном случае это лишь контекст. Его, вернее, не сам Протасевич, а его помилование. Контекст сегодняшнего сообщения о том, что Лукашенко едет к Путину. Лукашенко, несомненно, опять-таки, амнистия, не амнистия, вернее, а помилование, извините, для Протасевича. Уж очень много новостей сегодня пришло, и немножко в голове уже толпятся все мысли в очередь. Протасевич, конечно, помилование Протасевича — это реверанс в сторону Запада и явный намек западным партнерам о том, что пора договариваться. Пора договариваться, готовы к возвращению, готовы к разговору, по крайней мере, уже о помиловании и тех политзаключенных, которые находятся в Республике Беларусь. Да, возможно, это будет не быстрый процесс. Как и любые процессы, которые происходят в диктатурах, в государствах, где чистейшая, конечно, автократия. Там все процессы очень не быстро, особенно то, что касается каких-то подвижек, поблажек, немножко отпустить челюсти и немножко ослабить хватку. Здесь надо понимать, что все будет происходить довольно медленно и выверено, что называется, по крайней мере, как считает Лукашенко. Так, обсудили уже эти темы. Давайте теперь немножко обсудим так называемую ДРГ в Белгородской области, которая ведет бой с российскими, с российской ФСБ, с российскими пограничниками, с российской полицией, с российским рядом других служб, которые выехали спустя несколько часов откликнулись на переживания местных жителей. Мы вам уже неоднократно рассказывали о том, что, и это лишь только подтверждается, о том, что эксперты при Совете Безопасности уже больше года назад предупреждали Владимира Путина о подобном сценарии. Больше года. Мы об этом говорили. Тогда многие говорили, что это, конечно, полная чушь. Ну, вот вы видите своими глазами, что происходит. Российская власть теряет контроль над некоторыми районами Белгородской, Курской, Брянской, а впереди еще Воронежская и Ростовская область. То ли еще будет. Президенту России задуматься впору, но разве же он будет? Конечно же нет. Мы более подробно обсудим и у нас в телеграм-канале Генерал СПР эти события, и также обсудим с вами завтра. Завтра обсудим также эти события. А сегодня давайте я вам напомню о том, что премьер-министр Армении Пашинян сообщил, что уже близко подписание, по крайней мере, все идет к тому, что подписание состоится в ближайшее время мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Можно всячески приветствовать подписание мирных договоров, нужно понимать, что мир, справедливый мир,
Да, справедливый мир бывает иногда тяжел для обеих сторон. Для обеих сторон, еще раз подчеркну, на то он и справедлив, что и одна сторона не удовлетворена полностью, вторая сторона не удовлетворена полностью, но мирный договор — это большой шаг к развитию дальнейшему, к мирной жизни, к тому, что люди перестают погибать, значит, налаживается жизнь, налаживается прогресс, налаживается экономика, налаживается просвещение, все будет в порядке. Я надеюсь, и в Армении, и в Азербайджане, я надеюсь, консенсус будет найден, и мы знали об этом, что готовится мир, и мы об этом неоднократно говорили. Я говорил о том, что близко, когда я говорил совсем недавно, сообщал о том, что уже близко, и, по-моему, у нас в эфирах и в YouTube я рассказывал о том, что близко подписание. Многие даже в комментариях высказывали свои сомнения по этому поводу, но, видите, я оказался прав. Плюс Пашинян опять-таки высказался в пользу того, что, скорее всего, Армения покинет АДКБ. Он сказал несколько обтекаемо, но все идет именно к этому. После подписания мирного договора с Азербайджаном АДКБ Армении не нужна абсолютно. И здесь надо понимать, что Пашинян окажется прав. Так, на сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Я надеюсь, вы это помните, об этом знаете. Также хочу вам напомнить, что нам можно помочь, если у кого есть такое желание. Мы готовим большие перемены, и эти перемены, конечно, требуют финансирования. С вашей стороны помощь, конечно, всегда приветствуется. И, ну, скажем так, если у вас есть такие возможности, то мы будем рады и признательны. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Всего доброго, до свидания.